Вот он я. У меня были дела, очень важные, очень страшные. Короче, вот он, пришел. Так, куда мне идти? По каким-то кушерям иду. Ну, короче, мне к нему уже, все, на бой. У меня огненные клинки. Я прям сейчас раздеру ему жопу просто, как не знаю что, как младенцу. Теперь ты понял, что необходимо действовать любой ценой. Да отстань ты от меня. Геральт, раскрой же глаза. Таких, как ты, отправляют в лечебницу Лебеды. Ты же Да-да-да. убежишь. Ты лишь доказываешь мою правоту. Тебе Нет. удалось преодолеть ужас, который грозит всему человечеству. Ты выжил. Яков из Альдерсберга. Я всегда Твой сон выживу. кончился. Поспеши с объяснением. Хотя это уже немногое изменит. Терпение. У тебя еще есть время передумать. Представь себе, тысячи людей, пересекающих ледяную пустыню. Ты смог их защитить? Ты Конечно. и жалкая горстка ведьмаков, которых постоянно гложет сомнения, как Беренгара. Это невозможно. На это Но это способны Беренгар только такой. старшие братья. Но им нужен достойный лидер. Им нужен ты. Это Беренгар просто трус, не такой, а остальные нормальные ведьмаки. Ну, как мне кажется. Как по книге вроде бы нормальные все. Он хочет, чтоб... Короче, у меня есть тоже предложение. У меня Давай к тебе так. тоже есть предложение. Откажись от своего плана. Отзови мутантов. Сдайся на милость короля. Этим ты спасешь множество жизней. Какая самоуверенность. Он уверен, что меня преподам победит. тебе урок. Болезненный урок. Ля. На. Он красавчик, нормально так Слышь, ты пес! Иди сам сражайся, хера ты своих тут прихвостней. Во льдах приволок. Эх, срать, я сейчас всех их победю. Идите сюда. Сейчас они меня победят. На! Каждому влеплю кусочек Геральта. И вот этим я типа должен командовать, да они вообще никто. 10 человек и все пали. За секунду. Появился с мечом и щитом. И куча всякого говна рядом. Ты один вообще не умеешь, да? Один вообще не умеет. Бля, какая-то арена прям. Да ему он как бы не выживет, мне кажется. Все, и даже никто в бой не вступил. Опа. Он тоже умеет телепортироваться. Наорал на него, его наш в обморок упал. Обморок. Мы снова встретились, волк. Ты исполнил свое предназначение. Саламандры Нет. умирают и скоро превратятся в воспоминания. Саламандры — ничто. Это лишь частица хаоса, инструмент безумца, которого ты только что убил. Твое Я не убивал. прошлое, твое предназначение, причины твоего воскрешения — все остается неизвестным. Слова, слова, слова. Позволь напомнить. Есть смерть, но есть и свобода воли. Я не стану оглядываться. Я найду Саламандру и выполню свое предназначение. Да, это мои слова. Ошибся. Нет. Я пришел за душой того, чей путь часто пересекался с твоим, как и было предсказано. Ты Часто. Я можешь же тебе говорю, это Альвин. сразиться со мной, но конец все равно будет один. Смерть. Вопрос в том, чья смерть. Мне не все равно. Меня нельзя убить. Ты можешь отсрочить свой конец, но он все равно придет.
Теперь же займемся тем, кто уже мертв. Поразмысли над своими поступками, ведьмак. Я был рядом с тобой, когда ты прибыл в Каэр-Морхен, Да? знаменуя падение крепости. Я наблюдал, как ты вершил свой суд в предместьях, оставляя за собой лишь огонь и пепел. В пещерах ты тоже наблюдал? Убил Реймонда. Ты подвергал Извращенец. Шани опасности, преследуя лишь собственные интересы. Он везде смотрел, он извращенец. Каждый твой шаг увеличивал хаос. Твой ведьмачий меч загубил десятки жизней. Ты бросил золото с Коятаэлем, подстрекая их на новые убийства. Ты покинул Визиму, оставив за собой хаос, лишь за тем, чтобы разрушить темноводье. Каждое твое решение вело к новым разрушениям. Каждый твой шаг вел к еще большему злу. Как ты себя чувствовал, когда твои друзья-эльфы подожгли Визиму и начали безжалостно убивать Дуойна? Прекрати. Не отрицай, ведьмак. Ты мой величайший слуга, идеальное оружие уничтожения. Куда бы ты ни пошел, повсюду за тобой следуют смерть и хаос. И как ты уже сделал много лет назад, смирись с этим. Не сопротивляйся. И отдай мне еще одного человека, которого ты погубил. Яков из Альдерсберга мой. Ты смеешь противостоять мне? Я чувствую, как ты слабеешь, как силы покидают тебя. Ты ранен, и с каждой каплей крови, что ты теряешь, смерть приближается к тебе. Я не ранен. Тебе никогда не победить меня. Отступи. Он извращенец, он смотрел полностью все, как фильм, как... И у него плаща не хватает вот так, чтобы ходить в плаще, а потом когда люди подходят, вот так раскрываться, блядь. Ах ты извращенец. Он говорит, что я там то уничтожу, это. Это все вранье, это не я. Это не я, это все стечение обстоятельств случайных. Случайная вероятность чисел. Так, забирай. Не-не-не, забирать нет. Знаю по книге, что если это исток, а он гонится за истоком, чтобы вроде бы открыть врата и впустить своих, блядь, полчища армии в этот мир, потому что их мир погибает как раз вот так вот в хладе. Я не хочу ему Не хочу ему отдавать. Нет. Никогда. Это только между ним и мной. Ты ведь и так его убьешь. Это правда. Ну и? Но у меня на то собственные причины, и тебя они не касаются. Убирайся, пока можешь. Уходи, пока не поздно. Хочешь сразиться со мной? Так тому и быть. Твой побег от смерти закончится здесь. Вытаскивай меч. А я боялся, что ты предложишь партию в шахматы. Да я тебе еще меч не достал, подожди. Дай сначала меч достать. На тебе, мразь. Просто тебе разношу, как девочку. Смотри, прям как девочку его разнес. Он от него же кусок говна обосрался остался. Че, убить его? Он еще живой, на него просто наорали. На. Для монстров меч. Меч для монстров. Как Этот меч Как против поэтично. монстров. Да как бы он проткнул такой доспех? Камень!
Камень-амулет, который я дал. Я тебе говорю, это этот, Альвин. Орден Пылающей Розы. Так, Ведьмак заканчивается. Походу уже, да? О, я очнулся. Это было красиво, поэтично. Ох, ты очнулся. Мечом для Я уже монстра. начал Убил. волноваться. Где великий магистр? В 2 шагах от тебя. Он мертв. Я думал, что и ты тоже. Кончилось, хотя это не был приятный сон. Долго я был без сознания. Довольно долго. Орден полностью разбит, Фольтес снова у власти. А я и Вин? Он приглядывал за тобой, но ему пришлось уйти. Фольтест позволит ему скрыться. Без сомнения, это ведь войска нелюди решили исход дела. А как насчет тебя, ты преуспел? Да, я заберу у Альдерсберга последний элемент и закрою эту главу. Так, давай, где? Где этот дурачок? Ты сказал, он рядом стоит. Сидит, лежит. Так, двемеритовый амулет. Небольшой амулет из синего металла. Предмет для задания. Так, ну что? Надо сохраниться. И зачем? Ну, просто чтобы было, не знаю. Сохранимся. Бери все, что нужно, и удачи тебе в пути. Да я все взял. Уровень новый. Не сейчас сохраниться или надо прям перед ним сохраниться? Ты уже все нашел? Знаешь, что я нашел у великого магистра? Амулет из двемерита. Тот, что ты дал Альвину? А Не ты как знаю, догадался? на вид тот же самый, только старее. Такое ощущение, что он несколько лет носил его, не снимая. Может, хранил на память, как чей-то подарок? Может, он защищал его от враждебной магии. А может, помогал подавлять врожденные способности и навязчивые видения. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду. Может, как Неважно. подарок. Яков из И правда, Альдерсберга, что? если это его настоящее имя, мертв. Вот и конец этой истории. Что дальше? Ай. Зачем? Ну, сам посуди. Ты возвратил украденное и отомстил тем, кто причинил тебе боль. Ты занимался политикой и раскрывал заговоры. Ты любил и убивал. Ты прошел любил и длинную убивал, дорогу, да. Геральт. И куда теперь? Куда теперь? Хочу покоя, я устал. Нет никаких покоев, еще 2 части. Какой покой? Новая жизнь начинается, все. Только сейчас я чувствую, что для меня начинается новая жизнь. Заново рожден, огнем и кровью крещен. Новая баллада? Слишком пафосно. Жизнь проста, непредсказуема и прекрасна. Я тебя не понимаю. Ты вернулся из загробного мира. Все злодеи мира пытались убить тебя, а теперь ты говоришь мне, что жизнь прекрасна. Что-то Я ж победил заканчивается, всех. что-то начинается. Я возьму последний из украденных секретов, сделаю глубокий вдох и пойду дальше. Тогда удачи тебе в пути. Сражения в Изиме показали, как безумен был Яков из Альдерсберга. Люди перестали доверять членам Ордена, они стали считать их врагами. Фольтест использовал эти настроения, чтобы подавить Орден Пылающей Розы. Зато он простил бунт нелюдям, которые помогли справиться с мятежом Ордена. Во всяком случае, такая версия была оглашена для всеобщего сведения. Однако королевская милость была недолгой, и она не могла остановить презрение и ненависть. Ну как в книге. Скоро на Он дорогах ненавидит вновь нет, появилась или команда. Фольтест. Юйвин не признал условий перемирия, а его слава покорителя Ордена привлекла в Скайтаэле отчаянную молодежь. О, Чародейкам не удалось получить влияние на Фольтеста. Интриганы, которые строили заговоры, пользуясь хаосом войны, тоже проиграли. Со временем все вернулось к норме. Подлецы остались подлецами, а честные люди — честными людьми. Немногие знали, что произошло в те дни на улицах Визимы. Это были те, кого предназначение столкнуло с Геральтом из Ривии.
но они предпочитали молчать. Итак, что случилось с ведьмаком и как сложилась его судьба? Это уже совершенно другая история. Аж мурашки по коже. Не знаю, мне сейчас мурашит прям каждую секунду. Раз Ведьмак закончился, то будем смотреть сейчас, что выиграло по опросу. Я делал опрос в сообществе, ну, получается, в Ютубе. И мы выберем, что будет... Точнее, вы выберете, что будет дальше. И Редания союзники. Не без твоей помощи. Вот тебе золото за твой труд. Ваше Величество, Давай. прощай, король. Опа. Капюшоне кто-то. Походу убийца. А ничего, что здесь люди? Как он так легко это сделал? И быстро. Тут профессионал прям. И против Аарда устоял. Нихера себе. И Геральту пиздяшек дает. На. Еба. Еба. На. Ля, он сейчас Геральта победит. Все. Ну ты, конечно, да. Жулик. Честный бой. Кинул у него мешочек. Но победил. Но если бы он не кинул мешочек, он бы проиграл, Геральт. Офигеть, это кто такой, что он мог Ведьмака так легко победить? Легко, бляха. Кто там? Урод? Кто? Бляха, это Ведьмак. В смысле Ведьмак короля убивает? Наемный Ведьмак? Мурашки по коже. Это вот это песня. Мне нравятся скрипки. Вот так, под такие песни. Ну вот мы и закончили, Ведьмак. Что я могу сказать про эту игру? Мне она очень понравилась. Прям очень. Не знаю, как тебе. Я ее с таким большим удовольствием прошел. Минусы в этой игре, конечно же, присутствуют, как и у всех подобных стареньких играх. Ведь эта игра уже довольно старенькая. Например, вот эти все однотипные действия по типу «принеси-подай», эти контракты в каждой локации одни и те же. Ну, вся фигня, которая продлевает сюжет. Не сюжет, игровое время, чтобы игрок подольше поиграл. То есть, в остальном игра отличная. Прям, я думаю, для меня это шедевр. Наверное, самая лучшая игра, которую я сейчас играл. Песня такая прям. Я даже хочу послушать вместо того, чтобы говорить. Ладно, не будем слушать. Послушаешь, если что, в Ютубе, как и я ее включу, я думаю, в Ютубе. Я делал опрос, если ты еще не смотрел, в сообществе о том, что мы будем проходить дальше, потому что Ведьмак закончится, я говорил, и там на выбор, там можно было второй Ведьмак, хорроры, свой выбор, ну или тебе там все равно, тебе просто отдыхаешь и смотришь YouTube. Так что пришло время, я сегодня посмотрю этот опрос, у тебя есть время, получается, день, как это видео выйдет,
чтобы еще проголосовать. И я скачаю то, что вы выбрали. Или как бы или Ведьмака вторую часть. Я прям жду не дождусь именно вторую часть Ведьмака, если честно, чем хорроры. Ну, хорроры тоже жду, но я хорроры боюсь. Мне страшно от хорроров. Я начинаю орать, паниковать. Мне нравится вот эта вот, конечно, атмосфера, но сами хорроры не очень. Ну и вроде бы все поговорили. Оценка этой игры прям 10 из 10 для меня. И сюжет, и все. И сюжет же будет продолжаться. Вторая часть будет. Она вроде называется «Убийца королей». Как раз таки вот это закруточка, вот это последнее видео о том, что про убийц королей. Вторая часть у меня тоже стимовская, там совсем-совсем. То есть лицензионная, со всеми дополнениями и так далее. В этой части мы играли не на максимальном уровне сложности. А наш канал, в принципе, должен как бы... Потому что я данный тип игры мало играл, типа не играл. Я думал, что я не пройду. Но этот канал уже будет только на самом сложном уровне сложности все проходиться. Мы Outlast прошли. Так что следующий Ведьмак будет на максимальной сложности. Не прямо, что прям такие, как вот Outlast без сохранений. Нет, сохранения нужны обязательно, потому что, я не настолько опытный игрок. А, на максимальной уровне сложности, где будет сложно, интересно, качаться и так далее. Мы попробуем вторую часть, если будет выбор по прокачке, выбрать не мечника, а именно через знаки играть. Но это если будет прокачка, я не знаю. Ну а на этом мы закончим. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, ставьте лайки, пишите комментарии и всем до встречи в новых видео.